Прошло 4 месяца с начала украинского наступления, стратегической целью которого, по всей видимости, должно стать перерезание российского сухопутного коридора в Крым. Давайте посмотрим, каковых результатов удалось достичь спустя это время. Сватовское направление. Первые месяцы украинского наступления фронт тут был стабилен, но россияне накапливали силы и в августе сами перешли в атаку, дабы отвлечь внимание и сковать украинские силы. Первую неделю им удалось продвинуться на несколько километров и отбросить украинские войска. Украинское командование вынуждено было задействовать резервы на этом направлении, в том числе оснащенные современной западной техникой. Именно на этом направлении действуют шведские БМП-СВ-90, одну из которых россиянам удалось захватить. На данный момент линию фронта удалось стабилизировать. Бахмутское направление. Контрнаступление ЗСУ тут началось еще в мае. К октябрю украинским войскам удалось полностью ликвидировать российский выступ на юге от города, результатом чего стали освобождение сел Клещеевка и Андреевка. Линия фронта тут сейчас проходит вдоль железной дороги. На севере же от города продвижение не столь значительное. Россияне имеют выступ в районе Солидара и тем самым угрожают украинским войскам севернее в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного. Авдеевское направление. Ситуация вокруг Авдеевки оставалась стабильная, хоть и сложная для украинских защитников, так как россиянам ранее удалось взять город в мешок. Тем не менее, в ходе украинского наступления фронт тут особо не менялся, и лишь в сентябре украинские войска провели локальное наступление в направлении Опытного, подвинув фронт на 2 километра. Бердянское направление. В начале украинского контрнаступления тут отмечались наиболее значимые успехи. Украинцам удалось ликвидировать так называемый Времиевский выступ и освободить ряд населенных пунктов еще в июне. Затем в августе ЗСУ освободили село Урожайное, что на данный момент является последним успехом, и с тех пор значимых изменений линии фронта данного направления не наблюдалось. Мелитопольское направление. Именно к этому участку приковано основное внимание всех сторон. Россияне соорудили тут самую мощную оборону и сконцентрировали наибольшее количество сил. Мелитополь является ключевым городом всего сухопутного коридора. Его потеря будет означать для россиян перерезание всей логистики. В том числе им придется уйти с Энергодара, где находится Запорожская АЭС. От линии фронта до Мелитополя в начале украинского наступления было 70 километров, и его освобождение будет большим успехом. Промежуточной целью для ЗСУ является город Токмак, который был в 25 километров от линии фронта. Этот город также является важным логистическим центром, в особенности из-за того, что через него проходит железная дорога, соединяющая Россию с Волновахой, Бердянском и Мариуполем. На сегодняшний день украинцам удалось пройти примерно половину пути к городу, что на данный момент недостаточно для взятия под огневой контроль этой железной дороги. Херсонское направление. После того, как сошла вода после наводнения от уничтожения Каховской ГЭС, украинцам удалось вернуть острова в пойме Днепра, а также занять несколько плацдармов на левом берегу, в частности в районе Антоновского моста. Но развить как-то успехи там пока не получилось, так как далее до самих Олешек идет заболоченная местность и река Конка, которая также представляет собой серьезную преграду. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что украинским войскам пока не удалось добиться серьезного успеха в ходе наступления. Размер освобожденных территорий сопоставим с теми, что россиянам удалось захватить в ходе своего зимне-весеннего наступления. И глобально линия фронта с момента выбивания россиян с правого берега Днепра серьезно не изменилась. Тем не менее, инициатива все еще остается на стороне ВСУ, и наступление продолжается, поэтому пока рано подбивать его итоги. Спасибо за просмотр, поддерживайте видео лайками, также подписывайтесь на канал и пишите комментарии, желательно адекватные, и не забывайте донатить на ЗСУ.